они просто линяют. И после того, как отпадет эта резинка, под ней вырастет новая, хорошая. Всем привет! Сегодня ко мне на обзор попали не самые свежие уши. Это беспроводные JBL Tune 225. На самом деле они ко мне в руки попали еще год назад. Но орки напали и было совсем не до обзоров. Что интересного предлагает JBL в своих наушниках? Во-первых, быстрое соединение, хорошее время работы, по крайней мере заявленное производителем, то есть 5 часов работает наушник, можно его несколько раз зарядить, и итого 25 часов получается. В одном наушнике емкость батарейки 22 ампер-часа, миллиампер-часа, а в боксе 410. Тут все сходится. Вот такая вот надпись. Решись послушать. Попробуем, решимся послушать. Натуральный бас. Учитывая, что это JBL, откуда здесь правильный бас? 12-миллиметровые динамики стоят внутри. Распаковываем. Взял на обзор еще из-за того, что прозрачный кейс. Комплект. Как всегда, остались только оранжевые. Куча брошюрок. Если вдруг начнут подделывать данные наушники и вы захотите проверить, сколько же весит полностью запечатанная коробка, достаем кейс, достаем один и второй наушник. Вот, собственно, из-за прозрачности кейса я и выбрал данную модель. Если вы размышляете, брать или не брать вот такие вот прозрачные наушники, зайдите в магазин, 5 минут покрутите в руках, вам этого хватит, и вы поймете, что вам, скорее всего, это не надо. Глянули в один раз, есть тут аккумулятор, да, есть тут наушники, есть тут плата, все. Интерес на этом пропадает. То, что вы видите вот сверху, об этом позже. Пока сделаем вид, что не новые. На самом деле я их месяц носил, для того, чтобы дать какую-то адекватную оценку. Управление происходит с помощью клавиш. Клавиши не кликают, а вот такое вот упругое надавливание, в определенный момент она продавливается. Удобно ли пользоваться? Да. Сами наушники довольно-таки массивные. Весят практически 5 грамм. Это не так уж и мало для наушника. С другой стороны, более-менее вменяемый стоит аккумулятор и, в общем-то, довольно большой драйвер. Сверху стоит прозрачный поликарбонат, с внутренней стороны шершавый пластик. Если честно, вот из этого пластика нужно было делать полностью все наушники, а не выпендриваться, как это сделали JBL. Если вы зайдете и почитаете комментарии тех, кто пользовался данными наушниками, вы поймете, что вот эта вот резинка отлетает практически у всех, особенно у тех, кто купил прозрачную вот такую вот модель. С остальными тоже не так все хорошо, но вот с этой моделькой, конечно, все немножко печально. Вначале вам это начинает немного резать ухо. Вот, когда оно сильнее отваливается, оно становится более мягким, но вид вот такой вот пожеванной какашки не очень радует, когда вы одеваете это все на свое ухо. По конструкции. Сзади есть выход, такой себе фазоинвертор. На улице абсолютно режим прозрачности работает на ура. Также наушники могут работать отдельно. Либо левый, либо правый. То есть это удобно. Один сел, другой надели, если используете в виде гарнитуры. Но опять же здесь возникает вопрос. Можно ли их использовать как гарнитуру? Если в помещении тихо, без проблем. Если на улице нет ветра, можно тоже. Но если дует ветер, ездят машины, вы в общественном транспорте, либо у вас в машине глушитель не очень хорошо работает. В общем, в этих случаях вы всегда будете знать, что вам скажет собеседник. Давай сначала. Блядь, что ты сказал, жилые дома, и начал чвякать, хуякать. По звуку, который записывает микрофоны. Вот таким образом гарнитура записывает звук, когда полностью тихо в комнате, либо же вы находитесь на улице и абсолютный штиль, нет ветра, нет шума. Я думаю, запись будет отличная. А вот таким образом гарнитура записывает звук, когда включен приемник в автомобиле буквально на 10%. То есть довольно шумно, но при этом, если собеседник будет рядом, его слышно абсолютно хорошо. А как слышно в наушниках, сами можете убедиться. И вот таким образом пишет данная гарнитура. Если звук поставлен на 30%, это уже довольно приличное количество шума. Отфильтровывает ли гарнитура данный шум? Слушайте. Кейс открывается хорошо. Форма у него довольно странная. Царапины собирает шикарно. Поэтому вот для того, чтобы сохранить после месяца использования в таком состоянии, вам нужно его носить в небольшом мешочке. Что, собственно, я и делал, потому что хотел, чтобы он на видео хоть как-то прилично выглядел. Хотя он тоже вот микроцарапинок успел собрать, не знаю даже где.
Крышка, естественно, с магнитиками, закрывается отлично. А внутри стоит 3 сигнализирующих светодиода. Видите, один остался, то есть скоро он не сможет заряжать данные наушники. В наушниках светодиоды встроены, как вы видите, под сеточку. Кстати, классная штука. В темноте никак не светятся, никому не мешают. Как вы видите, закрывается довольно тихо после того, как я вставил наушники. А почему? Потому что вот эти вот резинки, которые отслоились, они не дают закрыться крышки полностью. И получается такая небольшая амортизация. Наверное, так и задумано. Они просто линяют. И после того, как отпадет эта резинка, под ней вырастет новая, хорошая, которая будет крепко держаться. В таком состоянии он опасен. Он всегда опасен. Сходи на массаж, сплавай в кровь. Знаешь, как щипет? Так как сезон линьки еще не прошел для данных наушниках, давайте поговорим о звуке. Вот такие задержки я намерил с помощью программы. Для музыки все отлично. Проблем не будет, а вот с играми, я думаю, не стоит связываться. Давайте пройдемся по звуку. Наушники довольно-таки недорогие, хотя как 35-40 долларов можно уже взять, в принципе, неплохие наушники. Данные наушники я приобрел за 35 долларов, насколько я помню по курсу, если перевести. Думал, что приобретение будет удачное. Сам по себе звук абсолютно не раздражает. Пока ты их слушаешь, он тебе нравится. Да. Басов не хватает. И еще такая особенность. Если вы наушники одеваете как-то вот так, или вот так, или вот так, баса у вас не будет. Плюс-минус миллиметр он будет, плюс-минус 3 миллиметра, вот он пропадает, исчезает куда-то. Это можете посмотреть в отзывах. К сожалению, это так. Все звуки, которые идут через эти наушники, они становятся немножечко неестественными. Есть некое присутствие сцены, то есть откуда-то оттуда идет звук. Это, в общем-то, есть. Но даже гитара в них звучит как какой-то электронный аналог из синтезаторов конца 90-х. Слушал, вполне был доволен их звуком, пока не начала появляться вот эта вот ерунда с отпаданием резинки. А далее я просто их решил сравнить на одном и том же телефоне Xiaomi. После того, как я слушаю сначала AirPods, потом эти наушники, AirPods, эти наушники, к сожалению, они очень-очень проигрывают. Я думал, в AirPods просто нормальный хороший звук, но оказывается, если сравнить с JBL, он там отличный. Там бас лучше, там частотный диапазон не проваленный, то есть там как-никак есть высокие частоты, средние, гитара там звучит как гитара, тарелочки как тарелочки. Хотя если в них слушать аудиокнижки, все отлично. Незамысловатую музыку тоже все отлично. Все, в принципе, приятно, просто это немножечко будет неправильный звук. Такое ощущение, что чипы, встроенные в данные наушники, просто его немножко преобразовывают. При этом он не раздражающий, но далеко не правильный, который должны воспроизводить не такие уж дешевые наушники. Какой вывод можно из всего этого сделать? Прозрачную версию определенно брать не стоит в принципе. Будет вот такое через месяц. Будут отпадать резинки. К сожалению, я почитал отзывы, очень много отзывов. Я не думаю, что так много продано наушников, но вот из 300 отзывов на одном из ресурсов, наверное, у каждого третьего они отпадали. 2 из 3, наверное, просто еще носили меньше месяца. Ну, мне так кажется, потому что, скорее всего, это брак производственный, и, к сожалению, JBL не отзывает данные наушники. Если брать модель, которая непрозрачная, там просто черная, к примеру, то, я думаю, там брак этот не так выражен, и можете рискнуть взять. В принципе, если есть гарантия, то вы сможете их вернуть, либо обменять. Данные наушники, к сожалению, рекомендовать я не могу, потому что здесь микрофоны не очень, сам звук очень ненатуральный, скажем так. Не хватает тех же JBL-овских басов, а остальной звук такой очень-очень опосредованный, из хорошего. Bluetooth 5.0, довольно емкий аккумулятор, надпись JBL, если это кого-то радует. В общем-то и все.